Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня у нас 29 апреля 2025 год. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на фронте. На фронте, прежде всего, следующая вещь. По некоторым сведениям, значит, рашисты поставили ультиматум своим воякам в Донецкой области, что если они до 9 мая не выйдут к границе Днепропетровской области, то, соответственно, им всем будет гаплык. Их там отдадут под трибунал, еще что-то. Ну, мы разные даты уже от рашистов слышали, в том числе и эту. И по захвату той же самой Белогоровки они ее до сих пор захватывают. И по Купянску, и вот теперь по выходу на границы Днепропетровской области. Это показывает только нарастающую панику и неуверенность у рашистов. То есть они пытаются такими вот силовыми методами в отношении собственного лишнего состава каким-то образом поправить ситуацию, которая у них на фронте. На фронте они воюют исключительно лишним составом. Гасят его просто в невиданных количествах, и остается только очень большим вопросом, ну а зачем они это делают? Зачем Путин уничтожает собственных граждан мужского пола, истребляя их в таком количестве? Вот это не совсем ясно, да? Ну, вопросы скорее к россиянам, пускай они думают, почему их мужчинок утилизируют и заменяют, соответственно, на других, на приезжих. Это очевидно. И вот потери в очередной раз путинцев зашкаливают. 1060 уконтрапупленных путинских федерастов отправились курсом русского военного корабля. Всего 950 860 штук. Да, надо сказать, что наш Генштаб подтвердил отработку высших чинов российской армии без названия фамилии. Ну, не нужно фамилии называть в этом случае, действительно это лишнее. Вот, одно скажу, что мопеды, самокаты, да, самокаты и Volkswagen не дадут собрать, да, автомобили. Кстати, на таких же самокатах и Volkswagen рашисты ходят еще и в атаку. Ну, а тут вот в тылу такое получилось. Бывает, да. Все, больше ничего по этому поводу сказать не могу. 5 танков уничтожено за вчерашние сутки, всего 10 728. И 14 бронемашин, что дает нам в общей сложности 22 325. Картина не меняется. Танки используются в качестве эрзац-артиллерии, бронемашины в качестве маршруток для подъезда к линии фронта. Дальше мясо идет вперед как попало, всем на него наплевать. Как говорится, его уже списали, обнулили и забыли. Так оно и получается. 42 пушки и миномета за сутки уничтожено. Всего 27 080. С минометами, с пушками та же картина, что и с бронетехникой. Да, одно средство ПВО туда же отправлено в утильсырье. Всего 1146. Ну, по ПВО я 1000 раз говорил, ребята, что это крайне важно отрабатывать это дело, потому что оно не дает развернуться нашим дронам. Чем больше мы этих буков, этих панцирей и так далее наклепаем, тем проще нашим дронам 9 мая будет долететь до Москвы, где будет парад победобесия. Или не будет, как вы думаете? Ума не приложу. 94 сбитых беспилотника за одни сутки, надо сказать, что разные. Там не только шахеды, там и Мерлины всякие, и Орланы. Короче говоря, как разведывательные, так и боевые. 94 штуки, всего 34 177. Ну и традиционно огромное количество автотехники, на которой они ходят в атаку, одноразовые чмобики едут на ней в последний путь, так сказать. Всего 46 432. Да. Вот. Таким образом, друзья мои, мы видим, что путинская армия просто захлебывается в попытках продвинуться еще на пол деревянного туалета, на треть посадки, еще куда-то что-то захватить, плевав абсолютно на количество чмобиков, которые там останутся где-то гнить в лесопосадках. Чмобики никого вообще не интересуют. И еще один момент. Курскую Народную Республику они до сих пор так и не захватили.